Всем привет! Вы находитесь на канале Овражка Лайф. Меня зовут Наталья. Я живу в Сибири, в Красноярском крае. Из моих роликов, наверное, как я уже не раз говорила, я не кормлю своих кур покупным комбикормом. Делаю его сама каждый раз перед каждым кормлением кур. И вот хотела еще раз показать, как я его делаю. У меня не очень большое поголовье кур, поэтому, я могу себе это позволить, перед каждым приготовлением замешивать им корм. И ничего сложного я в этом не вижу. Мне тем более это нравится. Я испытываю чувство какого-то исполненности долга, что ли, какого-то. Вот. Этот корм я, как говорится, создала методом проб и ошибок, да. Начиная с самого раннего, то есть ничего еще не зная о содержании кур, и потихоньку читая, изучая информацию, потихонечку добавляя, подбирая компоненты. И, соответственно, используя этот корм, я его использую уже где-то года 4, наверное, может 3,5, года 4 будем говорить. И вот, используя этот корм, конечно же, мне захотелось просчитать, во-первых, дозировку на кур, хватает им или нет, это раз. И во-вторых, мне захотелось просчитать его наполненность, да, по составу, да, сколько им хватает ли им протеина, хватает ли им обменной энергии моим курам. Вот. Соответственно, я все-таки решила это посчитать. Также я еще решила посчитать, во что это мне обходится. Я понимаю, что такой способ приготовления должен стоить, чем ты готовый возьмешь и насыпешь, да, а тут нужно разные компоненты покупать и смешивать. То есть мне захотелось посчитать, сколько это вообще стоит, насколько это дороже, чем брать готовый магазинный комбикорм. И я решила это все дело просчитать, записать. И хочу с вами поделиться тем, что у меня получилось. Вот. Я сейчас, наверное, зайду в теплое помещение, то что-то у нас тут вот снежок. Сегодня 1 октября, и что-то -2, и как-то мне не очень себя комфортно. Я зайду в стайку и буду в стайке продолжать. Значит, я нашла в интернете табличку в Excel формате. Ее, в принципе, легко найти. Можно в поиске задать калькулятор комбикорма. И она, я думаю, и многие ею пользуются. Где-то там на форуме Птицевод, по-моему, она находится. Вот. Я ее себе скачала. Так как у меня с Excel отношения отличные, я ее для себя немножко доработала. Вот. И рассчитала для себя, сколько у меня, значит, сколько чего я кладу, сколько это составляет по рациону, по наполненности, да, полезными веществами там. Вот. И результаты меня очень порадовали, хочу сказать. Сейчас я вам буду замешивать комбикорм, свой корм, да, буду показывать. Возможно, что-то выведу на экране. Вот. Поэтому хочу показать, как это я все делаю. Итак, начало у меня всегда идет теплая вода в количестве 1 литр. Температура воды зависит от того, что я буду сегодня добавлять в корм в качестве полезной добавки. Допустим, я добавляю витамины, пробиотик, могу добавить горчицу сухую, могу соду, соль, и так далее. Вот сегодня я буду добавлять витамины, поэтому температура воды у меня не превышает 40-45 градусов. Вот, сейчас я их буду добавлять. Итак, сегодня я показываю на витаминах. Витамины я добавляю ганаминовид. По инструкции с кормом нужно давать птице от полуграмма на 1 килограмм корма. У меня готового корма получается примерно 4 килограмма. Поэтому сухого корма примерно 3 килограмма. Таким образом, витамина мне сюда нужно добавить примерно 2 грамма. Но я всегда даю больше. Вот примерно вот столько я даю витаминов. Размешиваю. Ганаминовид по составу витамины с очень широким составом. Кому интересно, почитайте. Будете давать курам ганаминовид, они у вас будут всю зиму хорошо нестись. Вот так.
Ну и начинаем замешивать наш корм. Вот такая у меня есть баночка мерная. Это из-под сметаны. Ну, маленькие, знаете, такие сметанки. Вот сейчас сюда, вот в эту воду с витамином, я добавляю 2 вот таких баночки подсолнечного жмыха размолотого. Вот такие. Еще одна. Эти 2 баночки от, ну, по весу это примерно 300 грамм составляет. От общей массы корма это будет примерно 10%. Хочу отметить, что далее вся процентовка указывается от массы сухого, именно сухого корма, без учета этой воды, потому что воду я потом считаю отдельно. Вот. В теплой воде жмых очень быстро набухает и становится таким как густая каша. Затем сюда же я добавляю такие же баночки, 2 перемолотой кукурузы вместе с горохом. Примерно в равных долях. Здесь кукуруза с горохом примерно в равных долях содержится. Вот я таких 2 баночки добавляю. Вот. По массе это примерно 350 граммов от общего количества корма. И в процентовке это будет составлять примерно 11,6%. Также сюда же я добавляю такую же одну баночку проса. Проса стараюсь добавлять всегда, но не по много. Много его добавлять не следует. А когда добавляешь понемножку, яйценоскостью кур значительно увеличивается. Так, это проса составляет у нас где-то примерно 190 грамм. Или где-то 6,3%. Теперь все это я перемешиваю. Видите, она какая получилась густая. Уже все разбухло. Вот такая. Вот такая густая. Далее я беру литровую кружку металлическую и добавляю полную с горкой кружки дробленной зерносмеси. Это составляет примерно 650 грамм по массе и примерно 21,6% от сухого корма. В настоящий момент зерносмесь у меня состоит из ячмень, овес, пшеница, а также добавлена гречневая мучка. Это первый раз я такое взяла, была зерносмесь, решила взять попробовать, куры отлично едят. Перемешиваю хорошо эту дробленку с нашей массой жмыха, которую я замесила. Вот. Сейчас для более тщательного перемешивания я это все дело пересыплю в более большое ведро. Так, перемешали. Теперь вот в эту перемешанную смесь я добавляю литровую кружку пшеничных отрубей. Пока не буду перемешивать. Дальше буду добавлять все компоненты. Пшеничных отрубей получается примерно 250 грамм. Или 8,3% от сухого корма. Далее опять берем нашу маленькую баночку и добавляем полную с горкой баночки мясо костной вперемешку с рыбной мукой. Примерно мясо костная и рыбная мука у меня перемешиваются в соотношении 2 к 1. 2 части мясокостной и 1 часть рыбной муки. Значит, так, этого получается у нас примерно 175 грамм. Или примерно 5,8% от общего количества сухого корма. Далее я добавляю известняк, ну или мел, или известковую крупку. Добавляю примерно 90-100 граммов. Это составляет примерно 3,7%. Мел или известь я курам даю ежедневно на протяжении всей их жизни, потому что кальций это им необходимо для формирования крепкой скорлупы на яйце. Теперь все это я тщательно перемешиваю. Итак, получилась вот такая однородная, рассыпчатая, она не мокрая, чуть-чуть влажненькая масса. Вот. Запах такой, специфический, как бы не скажу, что противный, приятный, потому что здесь содержится, во-первых, подсолнечный жмых размоченный, а во-вторых, здесь еще мясокостная мука, которые дают своеобразный запах. Ну и последним в свой корм я добавляю цельную пшеницу. Добавляю примерно 1,5-литровые кружки, примерно это будет около килограмма, что будет составлять примерно 33,3% от общего количества сухого корма. Также это все перемешиваю и иду кормить этим своих кур. Сейчас перемешаю, покажу, что получилось. Итак, вот какой у меня корм получился. Он такой, нормальный, рассыпчатый. Куры его отлично поедают. Вот, выстраиваются в очередь у меня. Значит, сухого корма, всех компонентов, у меня уходит примерно 3 килограмма. И плюс литр воды, получается примерно 4 килограмма готового корма у меня выходит. Так, сейчас я пойду покормлю кур, потом продолжу дальше.
Так, вот курочки мои едят. Вот. На сегодняшний день у меня содержится около 33 кур. Ну, вот этого количества 4 килограмм готового корма, который у меня получается, по норме, если разделить, им отлично хватает. Получается примерно по 120 грамм на голову. Поэтому получается очень, ну, хорошая норма корма, да. Причем я ее изначально, ну, как бы не подгоняла. Я просто решила посчитать, и оказалось, что все хватает каждой курице. Что касается по питательности этого моего корма, значит, я его внесла в эту табличку, да, которую я скачала, калькулятор, занесла. То есть я пришла, все расписала дома, села за компьютер. Значит, и что у меня получилось по вот этому составу, который я вам показала ранее. Значит, получились следующие цифры. Значит, по питательной ценности получилось у меня 263 килокалории, ну, на 100 грамм, соответственно. Вот. Что соответствует нормативам, установленным для яичных кур. Ну, то есть, вот так. Это что касается калорийности или обмена энергии. Теперь по протеину. Значит, в данном составе корма, вот по данной процентовке, да, по данным пропорциям, содержится примерно 17,3% протеина. Вот. При нормативах, это я все из литературы брала, не откуда-нибудь. Значит, нормативы для яичных кур от 13 до 17%. То есть, ну, 17,3, конечно, немножко высоковат, но учитывая, что я каждый раз же не отмеряю по весам, когда-то больше дала, когда-то меньше дала, что, в принципе, считаю это нормальным показателем, ну, даже достаточно хорошим. Был у меня такой случай, когда я своим вот этим кормом поднимала маленьких гусят. Мы 2 года назад держали, взяли себе 5 гусей и вот держали маленьких гусят. Они отлично его ели и очень хорошо на нем поднялись. Ну и учитывая, что я добавляю уже конкретные витамины в этот корм, да, я думаю, что все остальные необходимые микроэлементы тут как бы также присутствуют. Поэтому за этот счет я не переживаю. Тем более, когда куры у меня начинают отлично нестись, да, я понимаю, что все нормально. Ну и теперь самое интересное, да, напоследок оставила. Что касается стоимости. Так, эта табличка, калькулятор, там имеет возможность занести данные по стоимости по каждому компоненту, который я добавляю в корм. Вот, зная количество, все там само высчитывается. И сколько же у меня выходит за килограмм моего корма, который я готовлю. Значит, это количество корма, которое у меня куры съедают в день. Получается, что стоимость килограмма составляет примерно 20 рублей 30 копеек. Или округленно, если говорить, на общий вес на 3 килограмма получается 61 рубль. Вот. Если учитывать, что у нас комбикорм среднего такого качества стоит в магазинах примерно, ну сколько, рублей, наверное, 30 за килограмм, да, вот. Нет, самый дешевый у нас стоит 750 рублей за 35 килограмм. Получается 21 рубль, ну, с копейками там получается, вот, в общем, вот. Ну и как бы что? Вот, ну так это получается такой корм, ну как бы. Поэтому я считаю, что у меня отличное как бы содержание, отличный корм. Для меня, честно сказать, это было большим удивлением, потому что, ну, я всегда понимала, представляла, что вот так вот, как я кормлю, конечно, это получается дороже. Ну, как бы мне хочется, чтобы у меня курица ела чистый корм, потому что я хочу есть чистое яйцо. Вот. И, ну, вот получилось, что так вот, как кормлю я, оказывается, даже немножко кормить дешевле. Это я уже не говорю про дорогие комбикорма, которые там вообще считаются полнорационными. Ну, вот так. Ну и опять же я хочу отметить, что этот расчет относится чисто вот к моей местности, да, к моему региону. Конечно, где-то в южных регионах там будет еще, как бы, результат будет еще лучше, как мне кажется. Вот. Поэтому вот такая рецептура моего корма. В чем
преимущества и какие недостатки у него. Ну, как я понимаю, что недостатки тоже присутствуют, но сначала о преимуществах. Несомненным преимуществом вот такой способ приготовления корма является то, что в жидкой фазе корма я могу курам добавлять любое. Я теперь все добавляю им, если я хочу что-то им добавить, только в жидкую фазу. То есть в корм все равномерно перемешивается, и каждая курица получает свою, так сказать, дозу витамина, дозу протеина, дозу всего, чего я хочу, чтобы она получила. Это очень хорошо, я считаю. Ну, ориентируясь на время года, да, на условия, на состояние кур, в этот корм как бы хорошо, очень удобно вносить поправки всякие разные. Вот сейчас, допустим, наступит осень, да, ну вот уже она наступила, когда куры закроются у меня на посадку, я им буду давать в корм гранулу сухую крапивы, да, ну то есть засушенная, как бы она даже может не засушенная, не знаю. В общем, я размачиваю гранулу крапивы и добавляю им в корм. Соответственно, уменьшаю другие компоненты, например, за счет немножко уменьшаю отруби и немножко уменьшаю дробленку. Вот. Так, еще один такой моментик есть, что вот в те дни, когда я не даю им витамины, ну я им витамины же даю не каждый день, я им даю курсами, сначала пропаиваю курсом, потом даю, допустим, 2-3 раза в неделю. Остальные дни я им даю разные другие добавки. Допустим, протеин иногда даю, протеин даю где-то, наверное, раз в месяц им, ну может быть 2 раза. Также могу в эту воду развести дрожжи, да. И когда вот я не даю им витамин, то я на последнем этапе, вот когда сыплю мел, да, известь, да, всегда даю кормовую серу. То есть, а с витамином я эту серу не даю, ну потому что там те же вещества, в принципе, содержатся, что и в витаминах, там метионин, да, триптофан, цистин, вот это вот все. Как бы я опасаюсь передозировки, зачем мне это надо? Вот, и серу я даю отдельно. Также еще несомненным плюсом этого корма является то, что я уверена всегда в его свежести, потому что я же его готовлю каждый день, и куры у меня его съедают сразу же. То есть вот все компоненты, которые я добавляю в корм, получается, когда я их добавляю, я же смотрю, чтобы они были, ну, без затхлого запаха, то есть, ну, вот, чтобы свежие были. Поэтому я на 100% уверена в качестве своего. Также я знаю, что у меня в корме не содержится никаких всяких там стимуляторов, гормональных добавок и всего прочего, никаких там антибиотиков, там регуляторов никаких, ничего я этого не добавляю. Куры у меня несут только натуральное яйцо. И когда я продаю свое яйцо, я продаю излишки яйца. Вот, значит, я смело заявляю, что у меня у кур чистое яйцо, потому что я кур не кормлю покупным комбикормом. Вот, то есть все куры у меня едят свежеприготовленный корм. Ну и еще несомненный плюс, как я сейчас поняла, что у меня корм обходится даже дешевле, чем я бы покупала покупной комбикорм. Это ли не плюс? Вообще я очень сильно удивлена. Ну и как бы немножко даже возгордилась. Вот. Ну а теперь о недостатках. Ну, скорее всего, недостатки относятся не к составу, да, не к... а именно вот к способу, как я кормлю. То есть, ну, во-первых, это, конечно, трудовые затраты, да, не каждый готов вот так вот с утра, как я, каждое утро ходить и месить. Ну, в принципе, не знаю, это недолго у меня занимает, ну, минут, может, 10 максимум. Размешал, сюда, я получаю какое-то удовольствие от этого даже, не знаю, ну, вот мне нравится. В общем, вот так. Тем более, что у меня небольшое стадо кур, и я тут не убиваюсь, так сказать. Ну и из этого же, что вот из такого способа вытекает также и второй недостаток, это то, что такой корм нельзя заготовить впрок. То есть, да, сделал на выходных на всю неделю, да, и ходи спокойно корми. То есть, нет, раз он влажный, он не будет храниться, он будет тухнуть. Ну, понятно, да, что все минусы влажного корма на долгосрочную перспективу, как бы, конечно, он не годится. То есть этот корм годится только для разового применения. А также минусом является то, что еще все же эти компоненты нужно купить.
Вот. И нужно где-то хранить. И не у всех есть место, где это можно хранить. Ну, потому что вот зерно мы запасаем, да, мы сразу берем где-то примерно 6-8 мешков зерна, да. Также дробленку мы покупаем тоже мешка 2. Ну, расходуется это, конечно, медленно. Вот. Мы купили и забыли. Я потихонечку все это дело расходую. Вот. Ну, вот такой вот минус есть. Еще то, что это только для, ну, не то чтобы только, ну, в общем, для небольшого хозяйства. Вот, для небольшого хозяйства. Поэтому я вот себе задавала вопрос, а вот если бы у меня, я вот решила бы развернуться, да, и завести кур, ну, там, я не знаю, 100-200 голов и того больше. Вот что бы я делала, да, как бы я готовила? Я бы что тогда, перешла на комбикорм? Ну вот не знаю, возможно, я бы тогда тебе купила, знаете, в строительных магазинах продаются вот эти вот миксеры. И в нем бы замешивала. Потому что, ну, не готова я на сегодняшний день пользоваться покупным комбикормом. Ну и о том, что этот корм является полнорационным, как бы, тут говорить тоже не приходится, потому что все компоненты необходимые присутствуют для моих кур. Они меня регулярно заваливают яйцом. Вот, поэтому вот сегодня хотела чем я поделиться. Такой немножко экономический, но не сильно ролик. Кому было интересно, ставьте мне лайк, подписывайтесь на меня. Всем всего доброго, всего хорошего, терпения, здоровья. Всем пока.